На протяжении многих десятилетий океанские лайнеры и круизные суда были неотъемлемой частью морских путешествий. От трансатлантических переходов до кругосветных круизов эти величественные корабли привлекали путешественников своим размахом, роскошью и уникальными возможностями. В данном видео мы вспомним 10 знаковых лайнеров, которые уже выведены из эксплуатации, но оставили значительный след в истории морских путешествий. Будь то известный своей скоростью SS United States, культовый круизный лайнер MS Song of Norway или элегантная MS Queen Elizabeth II. Каждый из этих кораблей олицетворял целую эпоху в сфере морских путешествий. Мы расскажем об истории создания этих легендарных судов, их особенностях и судьбе после вывода из эксплуатации. SS France считался одним из самых знаменитых океанских лайнеров 20-го столетия. Он приобрел известность благодаря роскошным удобствам на борту, элегантному дизайну интерьеров и безупречному обслуживанию. Первоначально построенный для французской судоходной компании French Line, этот корабль совершал трансатлантические рейсы, а позже был переоборудован в круизное судно. Спущенный на воду в 1961 году, он был воплощением роскоши и стал самым длинным пассажирским судном в мире на тот момент. Однако с развитием авиаперевозок он постепенно устаревал, пока норвежская круизная компания не выкупила его и переименовала в Norway. Эта трансформация ознаменовала начало эры мегакруизных лайнеров. Благодаря улучшенным удобствам, просторным каютам и инновационному дизайну, это судно фактически задало стандарты для современных круизных путешествий. Превращение SS Norway из классического океанского лайнера в круизный корабль подчеркнуло смену парадигмы. Теперь сами суда становились полноценными пунктами назначения. Даже после вывода из эксплуатации в 2003 году и последующей продажи на слом в 2008 году, бывший SS Norway остается символом эволюции от золотого века трансатлантических путешествий к современному круизному опыту, оказав существенное влияние на дизайн и концепцию нынешних круизных лайнеров. Эксплуатируемая компанией Holland America Line, судно SS Rotterdam снискало славу благодаря своему классическому дизайну в стиле океанских лайнеров и изысканной атмосфере на борту. Это судно совершало как трансатлантические переходы, так и круизные путешествия по различным направлениям по всему миру. Роттердам стал последним великим голландским государственным кораблем, в создании и оснащении которого участвовали лучшие мастера из Нидерландов. Торжественная церемония спуска на воду, на которой присутствовала королева Нидерландов Юлиана, состоялась 13 сентября 1958 года, а завершение строительства пришлось на следующее лето. Карьера этого лайнера продлилась 41 год, с 1959 по 2000, когда он был выведен из эксплуатации в сентябре. С 2010 года бывший SS Rotterdam использовался одновременно как музей, отель и учебный центр профессиональной подготовки. 12 июня 2013 судно было продано компании Westcourt Hotels, которая также владеет отелем «Нью-Йорк», расположенным в былом здании штаб-квартиры Holland America Line в Роттердаме. Начиная с 2018 года, Роттердам остается последним сохранившимся судном некогда известной круизной компании Premier Cruise Line. SS United States был культовым американским океанским лайнером, снискавшим известность благодаря своей высокой скорости и современному дизайну. Он являлся последним обладателем легендарной голубой ленты Атлантики. Это судно установило множество рекордов скорости на трансатлантических маршрутах и служило символом американского новаторства и роскошных морских путешествий. SS United States быстро стал чрезвычайно популярным. В 1950-е годы большинство трансатлантических путешественников были американцами, и тот факт, что United States был единственным суперлайнером под американским флагом, означал, что они предпочитали путешествовать именно на нем.
Несмотря на относительно сдержанные и простые интерьеры, он представлял собой новый тип океанских лайнеров и вскоре стал любимым для многих. Однако, несмотря на свое историческое значение, в 1969 году лайнер был выведен из эксплуатации из-за изменений в индустрии туризма, и с тех пор его судьба остается неопределенной. В 2010 году был анонсирован план по восстановлению лайнера до его первоначального состояния. 7 февраля 2012 года начались первые реставрационные работы. Тем не менее, 5 августа 2016 года было объявлено, что восстановление SS United States оказалось невозможным ввиду непреодолимых трудностей. Эксплуатируемый компанией Cunard Line, MS Queen Elizabeth II был одним из наиболее известных круизных судов в мире. Он снискал славу благодаря своей элегантности, традиционному британскому стилю и богатой истории. Queen Elizabeth II выполнял функции как трансатлантического лайнера, так и круизного судна, перевозя пассажиров в кругосветные путешествия. Океанский лайнер Queen Elizabeth II находился на службе с 1969 по 2004 год и являлся флагманом британской судоходной компании Cunard Line. С 1974 по 80 год он был крупнейшим действующим пассажирским лайнером в мире. Портом приписки Queen Elizabeth II был английский Саутгемптон. После вывода из эксплуатации в 2008 году судно Queen Elizabeth II было продано и переоборудовано в плавучий отель, ставший достопримечательностью Дубая. SS Canberra был океанским лайнером, впоследствии совершавшим круизные рейсы в составе флота британской судоходной компании P&O с 1961 по 1997 год. Этот корабль был построен на верфи Harland & Wolff в Белфасте в Северной Ирландии, а стоимость составляла 17 миллионов фунтов стерлингов. Торжественная церемония спуска на воду состоялась 16 марта 1960 года при участии леди Патти Мензис. Вступил в строй в мае следующего года, а в июне того же года совершил свой первый рейс. SS Canberra был любимым британским круизным лайнером, известным своим характерным силуэтом и дружелюбной атмосферой на борту. Он предлагал круизные маршруты по Средиземноморью, Карибам и южной части Тихого океана. Во время Фолклендской войны 1982 года судно выполняло функции военного корабля. Певец и автор песен Джерард Кенни выпустил сингл под названием «Farewell Canberra», специально написанный для последнего рейса этого круизного лайнера. В 1997 году SS Canberra был выведен из эксплуатации и в конечном итоге отправлен на слом, что ознаменовало завершение целой эпохи британских круизных путешествий. Спущенный на воду компанией Royal Caribbean, MS Song of Norway стал одним из первых кораблей, положивших начало современной эре круизных путешествий. Это также был первый круизный лайнер в флотилии Royal Caribbean. Однако он был не просто кораблем, он стал настоящим прорывом в индустрии отпускного туризма. Хотя по размерам он уступал современным гигантам, MS Song of Norway был оснащен инновационными для своего времени функциями. Лайнер отличался уникальным дизайном, включая специальный салон с панорамным видом на море. Пассажиры полюбили Song of Norway за его дружелюбную и уютную атмосферу. В 1978 году из-за большой популярности корабль даже был удлинен. Это судно также стало первым, посетившим частный курорт Royal Caribbean Labadi на Гаити. После 17 лет эксплуатации в 1996 году лайнер был продан компании Sun Cruises. Со следующего года корабль неоднократно переходил под управление различных судоходных компаний и менял название, пока в 2013 году не был окончательно отправлен на слом под именем Formosa Queen после нескольких лет службы в качестве игорного судна. MS Sovereign, ранее носивший имя Sovereign of the Seas, был одним из 3 крупных круизных лайнеров класса Sovereign, которыми управляли компании Pullman Tour Cruises и Royal Caribbean International.
Спущенный на воду в 1988 году, Sovereign of the Seas считался чудом морской инженерии и жемчужиной в короне Royal Caribbean, прославившись как крупнейший круизный лайнер в мире на тот момент. Его появление ознаменовало новую эру в круизной индустрии, предлагая инновационные удобства, такие как несколько бассейнов, просторные зоны отдыха и впечатляющий пятиэтажный атриум, поражавший воображение пассажиров. Sovereign of the Seas предлагал беспрецедентный уровень роскоши и приключений в море, устанавливая новые стандарты круизного отдыха. Этот лайнер сделал круизы популярными, продемонстрировав, насколько особенным и увлекательным может быть отдых на море. В 2008 году судно было передано компании Pullman Tour Cruises и переименовано в MS Sovereign. Однако в 2020 году из-за пандемии COVID-19 лайнеры Sovereign были переведены в холодную отстойку, а компания Pullman Tour Cruises подала заявку на финансовую реорганизацию. 23 июля того же года он был выброшен на берег Валиаги. Утилизация корабля началась в августе того же года и завершилась в феврале следующего года. MV Horizon – круизный лайнер, который произвел фурор в 90-х годах, представив концепцию роскошного круизного отдыха. Этот корабль пользовался популярностью благодаря стильному внешнему виду, уютной атмосфере, первоклассному обслуживанию и вниманию к мелочам. Его компактные размеры позволяли гостям наслаждаться более близким и личным опытом, а также посещать уникальные места, недоступные для больших судов. Пассажирам нравилось сочетание изысканной кухни, развлекательных мероприятий и возможности расслабиться в непринужденной, но элегантной обстановке. Со временем, по мере появления новых и более крупных круизных лайнеров, Horizon стал олицетворять эталон роскошных круизов, безупречного сервиса, эксклюзивных приключений и незабываемых воспоминаний. Celebrity Horizon и Zenith навсегда останутся в памяти за их роль в создании лучшего круизного опыта, сделав путешествие по морю особенным для тех, кто был на их борту. В июне 2020 года в результате продолжающейся пандемии COVID-19 компания Pullman Tour Cruises, управлявшая этими лайнерами, подала заявку на финансовую реорганизацию в соответствии с законодательством Испании о несостоятельности. С 18 августа 2020 года лайнер простаивал на приколе в заливе Элевсис в Греции, а 25 августа 2022 года корабль покинул Элевсин и отправился в Алиагу для утилизации. Корабли класса Holiday. Первым лайнером этого класса стал одноименный корабль Holiday, построенный в 1985 году. Затем последовал более крупный родственный корабль того же класса Jubilee, спущенный на воду в следующем году. Третьим и последним в классе Holiday стал корабль Celebration, идентичный Jubilee по конструкции. На момент своего ввода в эксплуатацию все три судна были самыми большими в флоте Carnival. Это трио кораблей класса Holiday стало пионером в концепции более доступных и недорогих круизных приключений для среднего путешественника. Carnival Holiday прославился своей оживленной атмосферой и ярким развлекательным контентом на борту. Будучи первым в своем классе, он познакомил круизных туристов с доступными круизами по ценам для массового рынка, сделав радость морских путешествий доступной для гораздо большего числа людей. Корабли этого класса получили известность благодаря инновационному дизайну, обеспечивавшему максимум удовольствия и комфорта, задавая новые стандарты круизного опыта. В конечном итоге оригинальный корабль Carnival Celebration был продан компании Bahamas Paradise Cruise Line, получив новое название Grand Celebration, а затем был окончательно выведен из эксплуатации в 2021 году. Они оказались настолько успешными, что компания Carnival решила возродить их название. В 2022 году был спущен на воду корабль класса Excel под названием Carnival Celebration, а недавно к ним присоединился новейший круизный лайнер Carnival Jubilee.
SS Oceanic – это круизный лайнер, который был построен в 1963 году итальянской судостроительной компанией Cantieri Riuniti dell'Adriatico для судоходной компании Home Lines. В летние месяцы, начиная с 1965 года, Oceanic совершал 7-дневные круизные путешествия из Нью-Йорка на Багамские острова, а в зимний период года – более продолжительные круизы по акватории Карибского моря. Этот круизный лайнер считался одним из наиболее успешных судов такого рода в то время, демонстрируя стабильную загруженность на уровне 95% и получая бронирование круизов за год вперед. В период с 1985 по 2000 год судно эксплуатировалось компанией Premier Cruise Line под названиями Starship Oceanic и Big Red Boat Prey, прежде чем было продано Pullman Tour Cruises, которое вернуло ему первоначальное имя. В 2009 году лайнер сменил владельца, перейдя в распоряжение оператора Peace Boat, где и оставался до 2012 года. В июле Oceanic был отправлен на слом в китайский город Чжоушань. Несмотря на то, что эти величественные корабли ушли в историю, они оставили богатое морское наследие и незабываемые воспоминания для миллионов путешественников. От элегантного SS France до новаторского MS Song of Norway эти легендарные лайнеры олицетворяли целую эпоху роскошных морских путешествий. Их историческое значение и уникальный дизайн продолжают вдохновлять современную круизную индустрию, служа напоминанием о золотом веке океанских путешествий. Пусть эти великие корабли больше не бороздят морские просторы, их наследие навсегда останется в сердцах тех, кто когда-либо ступал на их палубы, наслаждаясь неповторимым шармом морских путешествий.